В доме Грейс и Майкла всегда пахло надеждой. Когда родился Алекс, этот запах смешался с ароматом детской присыпки и новых надежд. Но к 6 месяцам воздух в их доме стал тяжелым, словно пропитанным невидимым свинцом. Грейс часами сидела у кроватки сына, вглядываясь в его бледное личико. Его дыхание было тихим, почти призрачным. Каждый вдох ребенка приносил ей секундное облегчение, которое тут же сменялось удушающим страхом. А будет ли следующий? Диагноз прозвучал в кабинете врача, как сухой щелчок затвора. Спинальная мышечная атрофия, СМА. Грейс помнила, как в тот момент за окном продолжали петь птицы, и это казалось ей верхом несправедливости. Мир не остановился, хотя их мир рухнул. «Ваш сын никогда не сможет ходить. Он вряд ли сможет даже осознанно двигать руками». Слова доктора Келли резали без ножа. Майкл, сильный и всегда уверенный в себе мужчина, сломался первым. Он не плакал при Грейс, но его горе приняло форму холодного отчуждения. Он перестал заходить в детскую. Ему было невыносимо видеть неподвижные ножки сына, которые должны были бегать по траве. Он прятал глаза в монитор компьютера или задерживался на работе, пытаясь убежать от осознания собственного бессилия. Грейс же, напротив, превратилась в живой памятник материнской стойкости, хотя внутри нее выгорала целая вселенная. Однажды вечером, когда тишина в доме стала совсем невыносимой, Грейс поняла, им нужно чудо, которое нельзя купить в аптеке. Ей нужно было что-то, что дышит жизнью так же сильно, как Алекс затухает. Так в их жизни появился Арчи, крошечный золотистый ретривер с глазами цвета теплого янтаря. Когда Арчи впервые принесли в дом, он не стал бегать и крушить мебель. Он замер у порога детской, словно почувствовав невидимую границу. Грейс осторожно опустила щенка на пол. К ее удивлению, Арчи не бросился играть, а медленно подошел к кроватке Алекса и, тихо поскуливая, улегся рядом, положив голову на нижнюю перекладину. Произошло нечто странное. Алекс, который обычно спал тревожно и часто просыпался от собственного прерывистого дыхания, вдруг глубоко вздохнул и погрузился в самый спокойный сон за последние месяцы. Его маленькая ручка, до этого безжизненно лежавшая вдоль тела, чуть заметно дрогнула. Грейс затаила дыхание. Это было движение? Или просто игра света? С того дня Арчи стал тенью Алекса. Он спал рядом, он ел рядом, он бодрствовал, когда Грейс уходила на кухню. И изменения начали происходить. Сначала это были едва заметные реакции. Поворот головы на звук шагов щенка, слабая улыбка, когда Арчи лизал маленькую ладошку. Грейс начала снимать это на видео. Она хотела доказать Майклу, доказать врачам, доказать всему миру, что искра жизни еще горит. Но Майкл оставался глух. «Это просто рефлексы, Грейс», — говорил он, отворачиваясь. «Не строй иллюзий. Чем выше ты заберешься в своих надеждах, тем больнее будет падать». «Но посмотри на его глаза!» — кричала она. «Он смотрит на Арчи так, будто они ведут разговор, который нам не дано услышать». В отчаянии Грейс выложила первое видео в сеть. Она не ждала ничего особенного, просто хотела поддержки. Но на следующее утро она обнаружила, что ролик набрал миллионы просмотров. Тысячи людей из Бразилии, Японии, Норвегии писали ей слова любви. История парализованного малыша и его верного щенка коснулась сердец по всему миру. Благодаря виральности видео на семью обрушился поток помощи. Люди начали присылать деньги, игрушки для Арчи и медицинские принадлежности. Грейс использовала это внимание, чтобы создать движение. Она организовывала онлайн-марафоны, рассказывая о СМА, болезни, о которой многие даже не слышали. Доктор Келли, увидев ролики, изменила свое мнение. Она приехала к ним домой и провела новые тесты. Я не могу объяснить это с точки зрения классической медицины.
призналась она, наблюдая, как Алекс пытается дотянуться пальчиком до мокрого носа Арчи. Но уровень нейронной активности вырос втрое. Связь с собакой работает как мощнейший стимулятор. Похоже, его мозг находит обходные пути для передачи сигналов к мышцам. Появилась надежда на участие в экспериментальной программе нейрорегенерации. Стоимость была астрономической — $250 тысяч. Но именно тогда, когда сумма казалась почти собранной, пришла беда с другой стороны. Арчи внезапно перестал вставать. Его глаза помутнели, а хвост, который раньше не переставал вилять, безвольно лежал на полу. Диагноз ветеринара был суров — иммуноопосредованная анемия. Организм щенка начал уничтожать собственные эритроциты. Грейс была в ужасе. Она не могла потерять того, кто спас ее сына. Семья оказалась перед страшным выбором — потратить собранные на Алекса деньги на спасение собаки или смотреть, как умирает их единственный луч света. История о больном щенке и мальчике, который может потерять своего терапевта, вызвала вторую волну резонанса. В один из дней у их дома остановился черный лимузин. Из него вышел мужчина, чье лицо Грейс видела в списках Forbes. Это был шведский миллиардер, пожелавший остаться анонимным для широкой публики. «Моя дочь была такой же, как ваш Алекс», — просто сказал он, стоя в их скромной гостиной. Но у нее не было Арчи. Он выписал чек, покрывающий полное лечение щенка в лучшей клинике страны, и оставшуюся сумму для операции Алекса. «Не благодарите меня», — добавил он. «Просто обещайте, что этот пес будет жить долго. Он делает для медицины больше, чем все мои инвестиции». Арчи выкарабкался. Через 2 недели он вернулся домой, чуть похудевший, но с тем же янтарем в глазах. Его возвращение стало сигналом для Алекса. Мальчик начал проходить реабилитацию на экзоскелете. Это были мучительные часы тренировок, слез и пота. Грейс пела ему колыбельные, держа его за руки, а Арчи всегда сидел рядом, словно контролируя процесс. Прошло 2 года. В доме Грейс и Майкла снова пахло надеждой, но теперь к ней примешивался запах праздничного торта. Наступил 2-й день рождения Алекса. Двор был полон людей, соседи, врачи, волонтеры и те самые подписчики, которые стали для семьи родными. Майкл больше не прятал глаза. Он стоял в центре двора, держа на руках сына. И хотя Алекс все еще нуждался в поддержке, он мог держать спину. Самый трогательный момент наступил, когда Арчи подбежал к имениннику. Алекс четко и ясно произнес свое первое слово. Это не было «би», «мама» или «папи» и «папа». Он протянул ручку, погладил золотистую шерсть и прошептал: «Брат». В этот момент плакали все. Даже суровая доктор Келли отвернулась, чтобы вытереть слезы. Сегодня Грейс возглавляет Международный фонд помощи семьям СЭТМА. Она верит, что медицина будущего — это не только таблетки и высокие технологии, но и безусловная любовь, которую могут дать животные. Ее фонд финансирует программы анималотерапии по всему миру, доказывая, что связь между человеком и собакой способна творить биологические чудеса. Алекс продолжает делать успехи. Каждый его шаг — это победа над судьбой. Каждый его смех — это ода жизни. Они с Арчи часто сидят на крыльце, наблюдая за закатом. Мальчик кладет голову на плечо пса, и в этой тишине слышно самое главное — жизнь продолжается. Чудеса не случаются сами по себе. Они рождаются там, где вера матери встречается с преданностью собаки и добротой тысяч незнакомых людей. Темнота может быть глубокой, но даже одна маленькая искра способна превратить ее в рассвет. И история Алекса и Арчи стала этим рассветом для миллионов людей по всей планете.